Посмотрите на эти три предложения и попробуйте определить, какой предлог вам нужен. Если вы не знаете или сомневаетесь, то это видео точно для вас. Всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал Sound Like a Russian. Вы, наверное, замечали, что иногда мы используем предлог «в», например, «в Москву», «в Россию» и так далее. А иногда нам нужен в том же самом значении предлог «во», «во Францию», например. Почему так происходит и в каких случаях нам нужен предлог «в», а в каких «во», в каких случаях нам нужен предлог «с», а в каких «со», об этом я и расскажу вам сегодня. Это полуфонетическая, полуграмматическая тема, и она не такая простая, какой кажется на первый взгляд. Так что смотрите это видео до конца, потому что если в начале я буду объяснять вам базовое правило и его тонкости, в конце мы поговорим о трудных случаях и, конечно, исключениях. Куда без них? Ну и перед тем, как мы начнем, я напоминаю вам, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео и сообщениях в сообществе. И, конечно, если вам нравятся видео, которые я делаю, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Говорят, что это помогает каналам развиваться. А мы с вами начинаем говорить о предлогах. Так, ну что же, давайте вот с этой стороны у нас будет такая рабочая зона, где будут записаны основные пункты, по которым я сегодня пойду. Итак, первый пункт – это база, фундамент этого правила. Этот пункт обычно знают все, кто уже не первый день занимается русским языком, особенно с преподавателем. Если слово начинается на согласный «ф» или «в», и после этого согласного есть еще один согласный, тогда мы используем перед этим словом предлог «во», а не «в». Например, во Франции, во Владимире, но при этом мы скажем в Вене, в Венеции, в футболе. Почему так? Просто потому, что так удобнее произносить. Но представьте, если бы мы говорили в Франции или в Владимире. Слишком трудно произносить три согласных одновременно. Хотя, скажете вы мне, в русском языке полно слов, где такое нагромождение согласных в одном месте. Где тут логика? Очень хороший вопрос. Давайте порассуждаем об этом в комментариях. По аналогичному принципу строится правило с предлогом «со». Если слово начинается на согласный «с» или «з», и после этого согласного есть еще один согласный, хотя бы один согласный, тогда нам нужен предлог «со», а не «с». Например, со зрением, со среды, но с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня. Знаете ли вы вот такую тонкость этого правила? Если слово начинается на «ш» или «ж» плюс какой-то согласный, тогда нам тоже нужен предлог «со», а не «с». Например, со школой, со жгутом. Если слово начинается со звука «щ», то нам тоже нужен предлог «со». Со щеки, со щами, со счастьем. Я вам больше скажу. Если слово начинается на согласный «в» плюс какой-то другой согласный, но не согласный «л», «м», «н», «р», то нам тоже нужен предлог «со». Посмотрите на примеры. Со вторника,
со всеми, со второго числа, например, со взбитыми сливками, но мы говорим с влиянием, с вредным человеком, например. Видите, и в первом случае, в первом блоке примеров, и во втором блоке примеров слово начинается с двух гласных, с двух или даже с трех. Но если второй гласный это л, р, м, н, то мы ставим обычный предлог с, не со. Едем дальше. Пункт 3. Нам нужен предлог со, если слово начинается на звук л, на мягкий звук ля, на р или м плюс другой согласный. Например, со лба, со льдом, со ртом, со мной. Я уверена, что эту форму вы знаете. Со многими. Да, мы говорим не с многими, а со многими. Но здесь есть одна важная деталь. Если второй согласный в этом слове мягкий, тогда это правило не действует. И нам нужен предлог с, а не со. Посмотрите, мы говорим со многими, н твердый звук, но с мнением. Со ртом, т твердый звук, но с рвением, мягкий звук. Со льдом, твердый, но с льняным маслом, не мягкий. В чем разница между твердыми и мягкими, вы, наверное, знаете и помните очень хорошо, если давно на меня подписаны, а если подписались совсем недавно, обязательно посмотрите мои видео об этом. Углубляемся в наши правила и переходим к предлогу «во». Я была бы рада сказать, что с предлогом «во» все работает так же, как с предлогом «со», но не могу. Придется запоминать кое-какие определенные слова. Посмотрите, пожалуйста, на этот список слов. Лев, лед, лен, лоб, ложь, мох, ров, рожь, рот и сон. Если эти слова стоят в предложном падеже, предложный, шестой падеж, то с ними мы используем предлог «во». Во лбу, во рту, во лжи, во ржи, во сне. Почему я не говорю вам просто, друзья, если видите, что слово начинается на два согласных, значит будет «во». Потому что так не работает. Вот смотрите, мы говорим «во сне» предлог «во», но в снотворном. Мы говорим «во лжи», но в лживом. Почему? Хороший риторический вопрос. Добро пожаловать в комментарии, я буду рада с вами об этом порассуждать. 5-й пункт. Нам с вами придется запомнить несколько слов, с которыми тоже употребляется предлог «во». Двор, дворец, мгла, тьма, мрак. Во дворе, во мгле, во тьме, во мраке. Опять заметили, да, я вам не говорю, что если слово начинается на два согласных, то надо ставить «во», потому что так не работает. Например, у нас есть выражение «в мгновение ока». Посмотрите на это слово. Вы только посмотрите на этого монстра. В мгновение. Слово начинается с трех твердых согласных, но все равно мы не говорим «во мгновение», мы говорим «в мгновение». Еще одно противоречие. Мы говорим «во дворе», но в двойном объеме. В двойном, во дворе, а не в дворе.
Пункт 6. Еще один очень противоречивый пункт. Смотрите, перед словами типа много, множество, многие, множественный мы ставим предлог «во». Во многом, во многих случаях, во множественном числе, во много раз и так далее. Но обратите внимание на фразы «в многократном размере», «в многоквартирном доме». Ну и пункт 7, самый короткий и простой, но очень-очень важный пункт. Нужно запомнить выражение «во мне» и «во что». Здесь нам нужен предлог «во». Вот так вот очень длинно и очень полно я вам представила правила с этими предлогами. Я уверена, что для многих из вас было много нового сегодня в видео. Я знаю, что обычно это правило не дают в таких подробностях и деталях. А мне вот захотелось сегодня сделать именно так. Я вообще не понимаю, почему до сих пор YouTube мне не выдал какую-нибудь премию за полезность информации, которую я даю. Это была ситуация в современном русском языке. И на самом деле я еще не рассказала о некоторых неочевидных и непростых случаях с этими предлогами. Ну, если вам будет интересно, пишите. Может быть, однажды сделаю видео продолжение. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Желаю вам всего хорошего и увидимся в следующем видео. Пока-пока.